Почему вами не исчислен налог по платежу за вычетом сумм, обложенных вот ИПН, которые денежные средства сняты были с наличкой с банка второго уровня, Нурбанк? Но я повторюсь, те денежные средства, которые были сняты физическим лицам на определенных условиях, да, там по доверенности, мы также запросили по ним сведения, по которым не дали конкретно расшифровку, связана ли была она с выплатами выигрыша. Ввиду того, что не предоставлена расшифровка, правильно? Конечно. Только что налоговик Нурлан Кажагильдиев подтвердил, что при доначислении налогов Олимпу не учел выигрыши игроков в наличной форме. Не учел наличность потому, что ему якобы не дали документы. Однако на деле все было совсем иначе. И у Кажагильдиева, и у КНБ имелись подтверждающие документы, но эти документы никто не изучил. Как раз вчера изучали эти документы, которые были возвращены за ненадобностью. Там подробный перечень чеков, счетов, фактур. Но чеки у нас в офисе половина стоит, они какую-то часть нам дали. Но это такие чеки, которые были выписаны с информационной системы по учету ставок, а к нему они не были приложены фискальные чеки по поступлению, продаже, реализации. Такие чеки, подтверждающие выдачу игрокам наличных денег, снятие с логина, имелись у Кажагильдиева и КНБ. Фискальные чеки на снятие денег с логина не выдаются. Фискальный чек выдается только при приеме наличных денег. Соответственно, чеки Олимпа о снятиях с логинов были отклонены незаконно. Аванс отчет за январь 2018 год, аванс отчеты февраль 2018 год, аванс отчеты они нужны были? Да. Изучались они? На память я не помню, кажется, не изучались. Если они не представили или представили. Так, кассовые книги необходимы были вам? Конечно. Налоговая учетная политика? Конечно. Нет, это те документы, которые были у следственного органа, которые вы не исследовали. Была скрыта сумка, в ней обнаружена регистр, вы спрашивали, бордовая. Сбоку имеется надпись ТО «Альфа-Бет». Операция на кассах 2017 год, май, на 1012 страницах. Внутри папки имеются документы, аванс-отчет, квитанция, акт выполненных работ, счет фактуры, чек фискальный. То есть вы требовали регистры, пожалуйста, вот регистры тоже были взяты. Также кассовые документы есть, авансовые отчеты по всем, и БК Олимп, и Альфа-Бет. В связи с чем вы не обратились в следственный орган для того, чтобы эти документы вами исследовались? Так, можно уточнить, получается, данные документы в компании были, да? Это изъяты были следственным органом? Абсолютно верно, вы поняли. Да. Мы сейчас говорим о стадии досудебного расследования, в рамках которого эти документы были изъяты и имелись у органа досудебного расследования. Вы провели настоящую проверку косвенным методом при наличии у следственного органа документов. Достоверно было установлено, вы сами сказали, значит, вам было известно, что следственный орган все эти документы изъял. В последующем вы об этом как бы достоверно знали, что документы находились у следственного органа. Но однако вы требования выставляете другим лицам там, и так далее, и практически без исследования документов косвенным методом все это выводите. Вот что мне даст авансовый отчет? Можно вопрос? Вопрос. Вы изучали авансовый отчет? Я нет. Почему? Потому что я занимался встречной проверкой. Они же не дали эти сведения, правильно? Давайте остановимся на том, что они эти сведения не представили. Даже если представляли, они не в полном порядке его предоставили. То есть неполные данные предоставили. Если что-то у вас не хватает, если что-то какие-то есть сомнения, вы же должны ставить перед инициатором вопросы через ходатайство. Представьте такие-то документы или уточните там что-то, к примеру. Были ли такие ходатайства? Но по предоставлению документов, которые были взяты нами, ходатайства не были. Кажагильдиев не учел наличные деньги, которые Олимп выплачивал игрокам в течение 5 лет. Этим он раздул доходы Олимпа до 80% от оборота и доначислил налогов свыше 90 миллиардов тенге. У следствия имелись документы Олимпа по выплате наличных выигрышей, в выемке которых Кажагильдиев участвовал лично. Несмотря на это, Кажагильдиев насчитал Олимпу налогов косвенным методом, так как ему якобы не предоставили документы. Так кто же в итоге должен сидеть в тюрьме?